Канал коротко и ясно приветствует вас. Тема сегодняшнего выпуска – система менеджмента качества или СМК. Подойти к понятию СМК легче, разобрав другие непосредственно связанные с СМК понятия и действия. Поэтому в сегодняшнем выпуске кратко рассмотрим, что такое качество, системы менеджмента качества, а также пути внедрения и преимущества СМК. Мы часто слышим или говорим о хорошем или плохом, приемлемом или неприемлемом качестве. То есть качество – это то, насколько объект соответствует применяемым к нему требованиям. В 70-е годы качество понималось как соответствие всем необходимым техническим требованиям, которые определены в рабочих чертежах, технических условиях и других подобных документах. Но обеспечивает ли такой подход к качеству продажи и, соответственно, получение прибыли? Не всегда, так как не учитывается мнение потребителя. Поэтому в 90-е годы акцент в определении качества переходит на потребителя. Качество определяется потребителем. Потребитель хочет иметь изделия или получать услуги, которые в течение всего срока их службы удовлетворяют его потребностям и ожиданиям, в том числе в определенный период времени и по цене, которую он, потребитель, считает приемлемой. Качество – это широкое понятие. Кроме того, важно понимать, о качестве чего идет речь. Для потребителя важен результат, продукция или услуга соответствующего качества. Качество результатов зависит от качества процессов. Качество процессов от качества системы, которая ими управляет. Вот эта самая система и есть система менеджмента качества. Какими бы замечательными ни были процессы, при неправильной или неотлаженной системе результаты не будут качественными, в том числе не будут стабильными. Итак, системы. Организация сравнима с живым организмом. В ней также функционируют различные системы. У человека есть система дыхания, кровеносная, нервная, иммунная и другие. В организации же бывает, например, производственная система, административная, финансово-экономическая, информационная, экологическая, система безопасности, охраны труда и, конечно, система менеджмента качества. Даже если СМК не описана и не регламентирована, она в любом случае существует де-факто. Без какой-либо из своих обязательных систем как организм, так и организация не выживают. Другой вопрос, насколько хорошо системы работают и не требуют ли корректировки или перестроения. Все функциональные системы подчинены общей генеральной системе менеджмента, системе управления организацией. Итак, мы пришли к определению. Система менеджмента качества или СМК – это часть системы менеджмента, нацеленная на качество. Еще можно сказать следующим образом. Это часть системы управления организацией с фокусом на качество. Все системы организации взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Они динамичны и подвержены воздействиям. Их можно перестроить, улучшить, регламентировать. Чтобы не остаться без потребителей, организации необходимо постоянно заботиться о качестве продукта или услуги, управлять качеством. Качество управляемо. В этом основная идея. А СМК является инструментом, который предназначен для управления качеством. Не следует смешивать понятия менеджмент качества и контроль качества. Контроль – один из процессов системы, а также один из этапов жизненного цикла продукта или услуги. В любой организации, независимо от сферы деятельности, СМК не является обособленным механизмом, а пронизывает всю деятельность организации. Если говорить о производстве продукции, то СМК охватывает все этапы жизненного цикла продукта, от проектирования до утилизации. Чем лучше работает система, тем меньше несоответствия обнаруживается при контроле. Кроме того, чем раньше обнаруживается несоответствие, тем меньше издержек на его устранение. Качество должно закладываться во все процессы организации и на всех этапах жизненного цикла продукта. Благодаря СМК организация получает ряд выгод и преимуществ. Основные из них следующие: организационные, экономические, репутационные
и стратегические. Существуют различные пути для построения СМК в организации. Все зависит от того, каковы цели. Если есть цель увенчать свою систему сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001, то система должна быть разработана в соответствии с требованиями данного стандарта. Если в сертификате нет необходимости, то можно разработать свою уникальную систему, например, опираясь на базу знаний своей организации, используя положительный опыт других компаний или, опять же, применяя требования стандартов. Можно также построить систему, скомбинировав различные методы. Системы менеджмента качества существовали задолго до появления стандарта ISO 9001. Они назывались по-разному, но суть одна – управление качеством. Чтобы оценить работу системы, стоит посмотреть на ее результаты. На мой взгляд, самые лучшие методологии и системы менеджмента качества создавались в Японии, начиная с 50-х годов прошлого века. Причем исходные позиции были практически нулевыми. Послевоенный разгром, отсутствие ресурсов, недостаток опыта и знаний. Среди прочих были созданы система TPS, Toyota Production System, также известная как Lean Production, бережливое производство. Система 5S, упорядочение рабочего места. Методология Six Sigma, стабильность бизнес-процессов. Методология рыбья кость, домик качества. И в конце концов, философия непрерывного совершенствования процессов, кайдзен, включающая различные методики. Фокус на качество привел к невероятно быстрому взлету разрушенной экономики, что было названо японским чудом. Европейские и американские компании, примерно начиная с 80-х годов, стали применять японский опыт, адаптируя под свои системы. Существовали системы управления качеством и в Советском Союзе. Например, система BIP, система бездефектного производства и изготовления продукции. Система Канарспи, качество, надежность, ресурс первых изделий. В 1975 году была разработана КСУКП – комплексная система управления качеством продукции. Эту систему в течение 10 лет внедрили более 33 тысяч предприятий разных отраслей. Но не будем говорить о результатах. СМК работает не всегда. Она может превратиться в лишнюю надстройку, которая создает только проблемы. Формализм, бюрократию, дополнительную рутину, неэффективное расходование ресурсов. Это обидно, так как при грамотном построении и применении система могла бы принести существенную пользу. Стандарт ISO 9001 базируется на определенных принципах. Если все они без исключения соблюдаются, то система эффективна. О международном стандарте ISO 9001 2015 года и его принципах канал коротко и ясно расскажет в своем следующем выпуске. Спасибо за внимание. Узнавайте больше, делайте лучше.